дорогие подписчики канала Дело мастера боится. Сегодня у нас будет проводиться ремонт гранд-буксы крана. Как видим, у нас гранд-букса подтекать начала. Прокапывает безбожно. Это все ведет к лишней трате воды и прочим проблемам. Значит, как же нам это все дело отремонтировать? Сначала нужно разобраться, какая гранд-букса у нас подтекает. Горячей воды или холодной. Это можно сделать или попробовав воду, в данном случае она у нас холодная, или перекрыв подводящие краны поочередно, кран горячей воды, кран холодной. Но мы определились, что подтекает у нас кран холодной воды. Он у нас находится с правой стороны по стандартам. Приступим к разборке этого крана и доставанию кран-буксы. Посмотрим, что случилось с ней. Для снятия кран-буксы нам понадобится в первую очередь это разводной ключ, плоскогубцы, крестообразная отвертка и смазка ВД-40. Очень хорошая универсальная смазка для всех видов резьбовых соединений и не только. Перед снятием кран-буксы нужно убедиться, что у нас перекрыта вода холодного водоснабжения. Открываем кран-буксу. Вода не бежит, значит можно приступать к работе. Для начала снимаем крышку вентиля плоскогубцами. Она откручивается легко. В некоторых случаях бывает тяжело открутить, что всегда решается. Сняв колпачок вентиля, мы видим винт, который прикручивает наш вентиль к кран-буксе. Бывает, что этот винт очень закоксованный, заржавевший. Для этого применяем смазку ВД-40, которой нужно побрызгать этот вентиль и оставить откисать на 15 минут. После откисания этого вентиля берем отвертку и откручиваем вентиль от кран-буксы. Так как у нас винт вентиля оказался для плоской отвертки, берем плоскую отвертку и откручиваем мощную вентиль от кран-буксы. Сняв вентиль, отлаживаем его в сторону. Вторым этапом будет снятие защитного кожуха кран-буксы. Для этого используем разводной ключ, который подстраиваем под размер нашей заглушки и откручиваем против часовой стрелки. В разных смесителях заглушка бывает из разного материала. В нашем случае она пластмассовая и покрыта блестящим материалом, поэтому крутить нужно осторожно, особенно закручивать, чтобы она не лопнула. Открутив защитную крышку, мы видим кран-буксу. Для ее снятия мы воспользуемся разводным ключом. И также против часовой стрелки будем ее откручивать. Подалась легко. Все. Кран-букса снята. В чем же проблема, сейчас будем разбираться после ее разборки. Итак, наша кран-букса снята. Нам теперь нужно выяснить причину, почему же она у нас подтекает. Внешним осмотром видно, что шток на кран-буксе гуляет. Скорее всего, здесь выработалась прокладка, которая находится между штоком и корпусом. Начнем разборку кран-буксы. Кран-букса у нас керамическая, полуоборотная. Еще бывают кран-буксы с резиновыми прокладками, резьбовые. Но это уже прошлый день. Значит, снимаем сначала резиновую прокладку. Ложим ее на стол. Снимаем фиксирующую скобу нашей втулки. Значит, вот выпадают у нас две керамические вставки, которые друг к другу притерты до идеального состояния. За счет их притирки у нас кран не течет.
здесь все в порядке. Теперь вынимаем шток. Вынув шток, мы видим, что прокладка из пластмассы потеряла свою прочность и стала тонкой. Для того, чтобы восстановить ее, нужно покупать новую. Но так как таких на базаре нет, есть вариант сделать такую же из проволоки. Учитывая диаметр нашей проволоки и размер прокладки, толщина, в моем случае, толщина проволоки должна равняться 0,8 мм. Она подходит как раз из телевизионного кабеля, как центральная жила. Провод должен быть медный или с любого нержавеющего материала, цветного. Вынимаем прокладку, которая потеряла свою толщину, стерлась и уменьшилась в размерах. И на место этой прокладки укладываем медную проволочку. Этот метод я подсмотрел в интернете, уже опробовал его. Он себя вполне оправдывает для восстановления кран-букс такого типа. Кусачками проводим обрезку толщины, длины нашей проволочки и будем подгибать ее под диаметр нашего штока. Для этого пригодятся плоскогубцы. Возможно, большего размера. Возьмем плоскогубцы другие. Новая прокладка из проволоки должна плотно прилегать к штоку кран-буксы. Это делается для того, чтобы резиновая прокладка лучше прилегала к корпусу кран-буксы. Вот она пошла, почти подошла по диаметру. Немножечко подгибаем лишнее. Главное обеспечить плотное прилегание ее к основанию. За счет того, что она выполнена из мягкого металла, нержавеющего, из меди, не будет коррозии и не будет никаких заклиниваний. Кран-буксы. Подогнав прокладку из медной проволоки к втулке, проводим ее инвентаризацию. Прокладки находятся втулки в нормальном состоянии, замене не подлежат, поэтому в этом случае они еще нас послужат. Вставляем нашу втулку в корпус. Как видим, здесь есть канавка для фиксации втулки в корпусе кран-буксы. Фиксируем ее стопорной пружиной. И видим, что люфт исчез. Не должно быть никакого люфта в этом положении. Далее устанавливаем керамическую вставку.
на свое место. И поджимаем ее наружной керамической вставкой, внешней. Заканчиваем сборку резиновым уплотнителем. Как видим, резиновый уплотнитель теперь плотно прижимает керамические вставки к корпусу кран-буксы. Теперь, по идее, протечки быть не должно. Как видим, можно новую не покупать кран-буксу и, в принципе, сделать качественный и нормальный ремонт. Сейчас проверим ее на смесителе, как она будет у нас держать воду, и проверим, как она пойдет. С помощью разводного ключа устанавливаем кран-буксу в смеситель. Затягивать нужно со средним натяжением, не очень слабо, не очень сильно, потому что если затянуть слабо, при откручивании кран-буксы она открутится. Если затянуть очень сильно, при следующей съемке нам будет очень тяжело. Устанавливаем защитный колпак. Прикручиваем вентиль. И декоративный колпачок. Все, теперь можно включить воду и проверить, как же будет держать наша кран-букс. Ну вот, мы установили кран-буксу холодной воды и проверим, как она работает после установки. Как видите, ход плавный, воду открывает и закрывает хорошо, значит, наши труды были не напрасны. Этот метод хорош для тех, кто не хочет покупать новую кран-буксу и может своими руками отремонтировать эту вещь. Вы были на канале Дело мастера боится. С вами был Сергей Николаенко. Подписывайтесь на наш канал. Чем можем, тем поможем. Пока.